Приветствую вас на канале Техревизор. Когда речь заходит об игровых девайсах, первым делом обсуждают клавиатуры, мышки, гарнитуры и уже в самом конце вспоминают, что неплохо бы ковер под это дело подстелить. Какая-то дискриминация ковриков, которые, между прочим, по своему назначению ничуть не менее важны, чем те же клавиатуры. Впрочем, те, кто играл на тетрадке, обложке или хуже того на голом столе, меня поймут. Постоянный срыв сенсора и неточная наводка вечно сопровождали катку в CS 1.6. И даже несмотря на сегодняшние технологии, на рынке есть немало игровых ковриков, которые мало чем уступают школьной тетради. Поэтому, чтобы при выборе этого девайса не наткнуться на откровенный шлак, я подобрал 5 отличных моделей, в качестве которых можно быть уверенным. Выбрал варианты разных размеров с разными принтами, толщиной и, главное, стоимостью. Есть и бюджетные, и дорогие. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик. А я начинаю с последнего места. Пятую строчку топа занимает Razer Gigantus V2 Medium. Самый доступный ковер с минимальным ценником в этом рейтинге. Мне он понравился по нескольким причинам, одна из которых размер, вернее линейка размеров. Если Medium это 360 мм в ширину, 275 в длину и 3 мм в толщину, что довольно мало для игр и мало кому такое подойдет, ведь на него можно уместить только мышь и особо места для фликов и широких движений не остается, то при желании в вашем распоряжении есть еще размер Large 450 на 400 на 3 мм. Который также будет только под мышь, но места станет больше. И 3XL, совсем здоровый, чуть ли не на весь стол. 1200 мм в ширину, 550 в длину и 4 в толщину. Но и цена будет соответствовать размерам. За 3XL придется отдать около 4500. В общем, действительно неплохой выбор по размерам. Особенно удивляет последний, который уже и под мышь, и под клавиатуру, и под ноутбук рядом, и под чашку кофе или энергетик. Кстати, с жидкостями советую быть аккуратным. Сверху ковра стандартная тканевое покрытие. За свою цену качество вас точно порадует. Приятная на ощупь мягкая ткань, которая действительно дает запястью отдохнуть. Мышка по такой поверхности отлично ездит, не спотыкается и не срывается. Покрытие в меру шершавое, позволяет мышке не летать по ковру, а контролируемо перемещаться. А внутри ковра еще мягкая резиновая пена зеленого цвета. Очень приятно рукой ощущается. Под пеной уже обычное резиновое основание. Довольно прочное и цепкое, ковер отлично удерживает. Просто так сдвинуть со стола во время катки шансы около нулевые. Поэтому в этом плане вопросов нет. А вот с оверлоком беда. Точнее, с его отсутствием. Как раз поэтому я и советовал быть осторожнее и стараться не пачкать ковер. Игровой ритм и без того довольно плотный, резкий и болезненный для ковра без прострочки. А если его еще и стирать каждые 2 недели, вся ткань быстро перестанет скользить и начнет расползаться. Особенно если учитывать, что полностью черный ковер с легкостью собирает всю шерсть и пыль. Первое время сложно будет удержаться и не почистить губкой с мыльной водой. Конечно, никто вам не запрещает, но если есть вариант обойтись влажной салфеткой, будет намного лучше. Так ковер дольше останется при своих качествах. Четвертое место занимает SteelSeries QCK XXL. Он немного больше понравился мне по качеству, хотя по сути, если так посмотреть, то ничем особенным эта ткань не отличается. Но из-за более мелких и незаметных деталей у SteelSeries QCK получится дольше прослужить вам при активной эксплуатации и частых стирках. И это несмотря на то, что кант здесь тоже не прострочен. Всю прочность вытаскивают именно более качественные материалы, поэтому по надежности и сроку службы к этому ковру лично у меня доверие больше, чем к прошлому Razer. А так, на деле вы скорее заметите разницу в покрытии. Здесь оно более гладкое, скользкое и быстрое, не ощущается шершавости. Мышь легко скользит, что очень удобно для игр, в которых важны широкие и резкие движения рукой. Ну а для таких задач и с размерами решили не мудрить. На Яндекс.Маркете можно встретить XXL, это 900 мм в ширину, 400 мм в длину и 4 мм в толщину. И вариант еще больше, 3XL, 1220 на 590 на 3 мм. Вот уж действительно скатерть получается, правда? В этом есть свои удобства, поэтому можно купить чуть ли не на весь стол. Хотя главное не ошибиться с размерами, а то не хочется, чтобы лишний кусок ковра просто болтался кое-как. Просто уточнил этот момент на всякий случай. Также все хорошо и с основанием. Плотная резина не крушится через полгода использования и отлично удерживает ковер на своем месте. Хотя, если учитывать, что на таком большом покрытии обычно стоит как минимум килограммовая клавиатура,
клавиатура, то сдвинуть с места ковер в разы сложнее. Соответственно, и волноваться не за что. На третьем месте стоит XPG Battleground XL. По размерам практически такой же, как SteelSeries. 900 на 420 на 3 мм толщиной. По сравнению с SteelSeries QCK, этот коврик мне понравился лучшим соотношением цена-качество. Видимо, у прошлой модели слишком большую роль в ценообразовании сыграл бренд, который все-таки имеет вес на рынке игровых девайсов. XPG же в этом плане попроще. За меньшую стоимость они предлагают качественную тканевую поверхность с плотным плетением под названием Cordura, которой не страшны царапины и брызги воды. Если брызги воды дело такое не самое страшное для бюджетной категории, то устойчивость к царапинам довольно неплохая особенность, так как все замечали, насколько легко можно оставить след на покрытии, просто надавив на него ногтем. Да та же ситуация, когда под мышку попала какая-то твердая частичка мусора, а после одной игры и у мыши глайды существенно испортились, и ковер сильно поцарапан. У этого же XPG таких проблем не будет. Но помимо этого у него не будет проблем со стиркой и активным использованием, так как по периметру он обшит мягкими нитями. Ничего не натирает, не топорщится и не раздражает во время игры. Вот за это действительно респект, потому что, как вы могли заметить, прошлые два места из того же бюджетного сегмента не похвастались обшивкой, а лишь хорошей тканью с основанием. Здесь же и ткань классная, и обшивка к этому делу прилагается. Ну и резиновое основание стандартное, вопросов не вызывает. Кроме того, что оно держится за стол, как за свою последнюю надежду на жизнь. Сказать нечего, поэтому давайте пойдем дальше. На второй ступеньке расположился Zowie PTF-X. Это более компактная модель, которая точно поместится на столе. Не одни же скатерти всем интересны. Этот ковер с такими размерами: 355 мм в длину, 315 в ширину. Вполне удобный вариант, и он дает достаточно места для активного гейминга, при этом не отнимая последнее со стола. Однако привлекает внимание в нем другое – покрытие. Оно не совсем привычное и ординарное. На первый взгляд похоже, что это обычная ткань, но это совсем не так. По составу, как заявляют производители, это ткань, которую совместили с пластиком, то есть реально комбинированный полимер, который вызывает непривычные чувства. По ощущениям, ковер сам по себе не мягкий, как обычные тканевые модели, а жестковатый, ближе к пластиковому, но сама поверхность немного продавливается. Сделано это было для достижения низкого коэффициента трения. Поэтому мышь скользит здесь лучше, чем на типичной ткани, но хуже, чем на пластике. Опять же, что-то между. Но главное, что рука комфортно лежит и не напрягается. Хотя ковер не самый тонкий, 3,5 мм в толщину, запястье не устает и не натирает. Поэтому играть на таком ковре однозначно сплошное удовольствие. Да и не уедет никуда. Со стола случайным движением не сдвинется, поэтому в принципе переживать здесь не за что. И чем еще мне понравился этот Zowie, кроме интересного верхнего слоя, так это прошитыми краями. Можно вообще не переживать за быстрый износ, частую стирку и жесткое использование. Можно смело возить по коврику и хвост, и гриву. А потом спокойно постирать и не переживать, что ткань расползется или основание отслоится. Хотя прошлые бюджетные коврики без прошивки таким тоже не страдали, но Кан действительно больше внушает доверие тем, кому реально пришлось столкнуться с торчащими нитками. Думаю, не зря Zowie PTF-X занял свою вторую строчку. Единственным недостатком этого ковра, как по мне, я бы назвал его стоимость. За покрытие средних размеров бренд просит такую сумму, как некоторые просят за метровые. Но все объясняется качеством. Тут это хотя бы оправдано. Лидером рейтинга стал X-Ray Pad Aqua Control Plus. Очень универсальный ковер. Есть очень много разных вариантов, от размеров до расцветок. Мы рассмотрим их характеристики на примере одного, остальные упомяну в конце. Белый здоровенный ковер размером 1200 на 500 мм. Это максимальный 3XL в линейке. Здесь нет ничего выдуманного с основанием. За стол держится привычная, но очень качественная резина. Ездить точно не будет. Тут все просто. А вот поверхность заслуживает внимания. Вообще ковер позиционируется как разработка для профессиональных игроков. Его покрытие больше всего подходит под FPS жанр, игры по типу CSGO, PUBG, Fortnite и так далее. Мышь очень хорошо контролируется и в меру скользит. По ощущениям, шероховатая ткань даже не чувствуется, она совсем другая, если сравнивать со всеми прошлыми моделями. Ну, оно и не удивительно, вы цену-то его видели? Однако это все равно одно из лучших решений на рынке. Ткань устойчивая к поту, грязи и влаге.
Хотя, если решили остановиться на чисто белом ковре, то никак не спасет от частых стирок. Благо, с этим никаких проблем не возникнет. Ткань очень качественная, не нужно бояться лишний раз потереть или постирать коврик. Про оверлок даже говорить не стану, все довольно очевидно. А если вы все-таки хотите чего-то поярче в дизайне, то есть еще как минимум 5 вариантов расцветок. Стандартный черный, волнистый зеленый, волнистый голубой, волнистый черный, чисто фиолетовый, голубой. В общем, выбор широкий. С размерами только посложнее. В общем, по официальным данным производителя, ковры поставляются в 6 размерах: 360 на 300 мм, 450 на 400, 500 на 500, 900 на 400, 1000 на 500 и 1200 на 500 мм. Также можно выбрать толщину 3 или 4 мм. Реально гибкая линейка под любые задачи, поэтому выбирайте расцветку, ищите подходящий размер и без единого сомнения заказывайте себе такой коврик, если хотите получить лучшее из того, что сейчас представлено на рынке. Собственно, поэтому именно этот ковер и завершает рейтинг. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.